Здорово, народ! Подобные видосы про Бараку и Синдел, судя по просмотрам и вашим комментариям, вполне зашли. Поэтому давайте закрепим такой формат противоположным примером. Да, в МК-11 есть персонажи, которые встречаются в онлайне относительно редко, и думаю, к ним мы еще вернемся. Но есть и те, которых мы видим часто. Один из таких — это Noob Saibot. Персонаж сам по себе очень популярен у фанатов еще со времен Ultimate MK3. По факту, просто закрашенный черным классический ниндзя уже во второй части интересовал своей загадочностью, а в Ultimate на Sega привлекал еще и своей, скажем так, доступностью, потому что играть и выигрывать нубом был способен почти каждый. Потом он, на пару со Смоуком, стал подбоссом в шестой части, и если вы играли в нее, то, думаю, помните, насколько опасным был этот альянс. Даже финальный босс Анага проходится легче, чем Noob Smoke. Именно эта парочка резюмирует все твои навыки в игре и требует выкладываться на полную. Потому что в том числе против них еще и действуют все твои навыки. А против Анаги все-таки нужна определенная тактика и немного везения. Персонаж вернулся в перезапуске, и каким же офигенным он получился. Красивые анимации, отличный дизайн, какое-никакое участие в сюжете и сама история становления, хоть и оставшаяся по большей части за кадром. Только вот как боец, Noob Saibot получился одним из худших в девятке. Но вот в 11-ю часть Noob Saibot ворвался с ноги и на старте был одним из самых популярных. Немалую роль сыграло и то, что фанаты просто соскучились по нему со времен девятки. И хотя он считается далеко не самым сильным, мы не часто видим его на турнирах, привет, Арман, но он был и остается именно популярным. Ну потому что, во-первых, он крутой, сорян за примитивность мысли, а во-вторых, довольно простой в освоении, с небольшим набором комбо, почти каждая из которых так или иначе применима. Но, конечно, у него есть недостатки, поэтому давайте сначала поговорим про сильную сторону персонажа, а затем о его слабостях. Ну погнали! Окей, что такое Noob Saibot в МК-11? Это, знаете ли, не только смешная шапочка, это еще и сумасшедший урон почти бесплатно. Да, главное преимущество бойца в том, что он может спокойно забрать в среднем около 40 единиц здоровья всего за один атакующий метр. Это, феноменально. За 2 метра 40 единиц можно и перешагнуть, но для этого уже нужна кастомная вариация. Вот тут, кстати, интересный момент, ведь раньше, когда на турнирах использовались заготовленные вариации, из них приходилось выбирать более адекватную для себя, но теперь можно спокойно собрать идеального нуба Сайбота, потому что под конец поддержки разрабы такие махнули рукой и сказали: ой, да делайте что хотите с этими вариациями. Чем, на мой взгляд, продлили жизнь игре. Если посмотреть на базовый набор движений нуба, то можно сказать так: очень хорошие серии и плохие спецприемы. Повторюсь, речь именно про базовый набор движений. Что касается серий, их немного, но они работают. Вперед 2-2, пожалуй, одна из двух основных. Вот эти размашистые удары руками нуба, которые двигают персонажа вперед. Они хорошо работают как наказание, ими можно подловить противника на прыжке, они используются во время жонглирования. 1-1 – это база, серия, начинающаяся с высокого удара, которая эффективна, конечно, вблизи, и также используется во время жонглирования. Интересно, что ее можно закончить оверхедом, который очень хорошо отталкивает противника при блокировании, но там дырка для чистого блока. Можно закончить тройкой, ударом ноги, только вот в случае завершения ногой следом можно добавить еще какой-то спецприем, то есть серия отменяется в спешл. И тут на сцену выходит самый крутой и мерзкий спешл нуба. Мерзкий, конечно, для противника, это подкат. В отличие от младшего брата, сам нуб не катится в ноги противника, он отправляет туда Сайбота. При усилении Сайбот отталкивает оппонента, в то время как сам нуб остается на том же месте. Таким образом, нуб Сайбот может обезопасить любое свое движение, которое отменяется в спецприем. Например, серия 1-1-3 перестает быть рискованной. Ее спокойно можно заканчивать в блок, отменять в подкат, усиливать и отталкивать противника. Интересно, что на старте этот спешл не усиливался, его бафнули с обновлением. И казалось бы, какая мелочь, а нет, персонаж стал значительно сильнее. За счет этого им можно играть безопасно, что очень важно. Также, мало того, что при попадании в хит подкат снимает много здоровья, но даже в блок ощутимо. Плюс это нижняя атака. Я бы сказал, что у нуба свободно только 2 ячейки спецприемов, потому что подкат — это обязательная штука. Он эффективен даже при размене проджектайлами. Кажется, что тут еще есть миксап-потенциал, но это неправда. Об этом позже, когда дойдем до минусов. У нуба есть целых 2 серии с захватами, и в них интересно то, что первым ударом сам персонаж не подставляется. Удар наносит Сайбот,
А нуб либо стоит на месте, либо вообще делает шаг назад. При этом в каждой есть Crash and Blow. Обе, кстати, наказываются, но, например, назад 3 захват отменяется в подкат после первого удара. То есть заканчивать ее вообще нет смысла, когда есть подкат, только в надежде получить Crash and Blow. А вот с приличной дистанции выдать нижний удар, затем нижний спешл и усилить его, это уже интереснее. Эту серию, кстати, часто используют для завершения длинного комбо. Серия назад 1, захват 2 тоже интересная. Первый удар достает не так далеко, но сам нуб не подставляется. Только есть нюанс. Если противник блокирует, то нуб Сайбот сам остановит серию после захвата. Даже если игрок нажмет на двойку, чтобы закончить серию, или отменит второй удар, который захват, в телепорт, подкат, во что угодно, нуб Сайбот ничего не сделает, серия прервется. А блокирующий противник может наказать каким-то быстрым спецприемом, например. Но если серию полностью выполнить как наказание, она выдаст Crash and Blow. Ну и напомню про пресловутый подкат, который можно отменить первый удар Сайботом и обезопасить нуба. Еще одна интересная серия 2-1-2, где второй удар нижний. Ее сильная сторона в том, что противник запускается в воздух, после чего можно продолжить комбо, а также она отменяется в спецприемы, например, в усиленный телепорт. Стоит ли говорить, что после него может последовать фулл комбо? Да, что касается спецприемов персонажа, те, что есть по умолчанию, скажем так, не фонтан. Бегущая тень — это базовый проджектайл, не самый быстрый. Он, кстати, уничтожается, но его нельзя отразить. Хотя Шансун, например, превращаясь в смоука, контратакует нуба после тени, но отразить ее и заставить бежать обратно никто не может. То есть по всем параметрам это проджектайл. Но если айсбол саба, например, можно отразить обратно в него, то тень нет. Либо уничтожить, либо контратаковать в случае Шана. Вообще с этой тенью было много проблем на старте. У меня не так давно вышел ролик про баги в МК-11. Так вот, в нем большая часть посвящена нубу Сайботу, потому что не все персонажи адекватно реагировали на его тень. Другой базовый спешл — это телепорт. По умолчанию, при усилении он просто наносит больше урона за счет дополнительных порталов, но не подкидывает противника. И последний спешл — это тень вверх. Хорошая анти-эйр-атака, с помощью которой еще можно комбить в углу. Гораздо интереснее персонаж выглядит, когда в его арсенале есть кастомные спецприемы. Думаю, в лигах вы чаще всего встречаете набор из подката, защитного серпа и усиленного телепорта. И это действительно, пожалуй, лучшая сборка для перса. С подкатом, думаю, все понятно. Это низкий проджектайл, который позволяет играть безопаснее. Усиленный телепорт, можно сказать, основной спешл, без которого не обходится ни одно сильное комбо нуба. Естественно, в любом виде телепорт наказывается при попадании в блок, поэтому не знаю, кем надо быть, чтобы взять и просто тпхнуться на ровном месте. Защитный серп — еще одна крутая опция, которая при усилении подбрасывает и позволяет продолжить комбо. То есть с таким набором кастомных спецприемов нуб Сайбот может наносить максимум урона и за счет подката играть безопасно. Не стоит забывать, что у персонажа есть крутые нормалы, например, удар на тройку, который тоже подкидывает. Его, конечно, просто так не используешь, потому что бить надо вплотную, но он применим в углу или во время жонглирования. С его помощью можно даже поймать прыгающего противника. Но гораздо эффективнее антиэрить с помощью вниз 4. Вот этот удар серпом, который далеко достает и собьет на прыжку. Его еще часто отменяют в подкат, на что лично я постоянно попадаюсь, хотя знаю про эту фишку. Вниз 3 тоже хорошая низкая тычка, которая далеко достает. Есть еще интересный удар вперед 4, точнее наносится 2 удара, первый из которых низкий. Но я не замечал, чтобы кто-то активно пользовался этим, потому что длинное комбо ими не закончишь, второй удар просто промахнется, а если бить по стоящему противнику, ну даже если попадет, откинет оппонента и смысл. Есть же куда более эффективные серии. Он, кстати, еще и не отменяется ни во что. Ну, например, вспомнить Синдел, у нее тоже есть 2 удара на 4, но там первый отменяется в спешлы. У нуба это так не работает. Зато отлично работает назад 2. То есть выполнять его в тупую, конечно, нет смысла, но это армор брейкер. И если противник изворачивается, можно сломать его броню и продолжить комбо, кстати. Таким крутым армор брейкером владеют далеко не все бойцы, ведь, повторюсь, это базовый удар персонажа, и после него можно продолжить комбить. Поэтому никогда не нужно изворачиваться сразу, как только нуб Сайбот начинает жонглировать. Например, после телепорта лучше дождаться первого удара, убедиться, что он выполняет комбо, и уже тогда изворачиваться, чтобы не нарваться на армор брейкер. Отдельно стоит отметить его Fatal Blow, который действует на весь экран и дает самому нубу миллион кадров брони. Как же иногда это выводит из себя, когда уже налегке запускаешь проджектайл в нуба, а он такой сожрал урон и дальше машет руками, тебе там не хватило пол единицы.
Думаю, на этом мы закончим про сильную сторону персонажа. Он несложный в освоении, у него есть хорошие серии, им можно играть безопасно и наносить много урона, при этом даже за 1 метр усиления. У него довольно много Crash and Blow, в том числе на бросках. Но основные слабости нуба Сайбота, пожалуй, заключаются в том, что он очень медленный и не имеет миксапов. Даже владея техникой Wave Dash, это когда рывок отменяется в блок, если вкратце, игрок на этом персонаже не сможет двигаться достаточно быстро, а если сравнивать с Рейном или Фуджином, например, то вообще остается обнять и плакать. Также нубу тяжело вскрыть защиту противника, почти невозможно. Сами его серии не подразумевают миксапов, и спецприемы в этом плане особо ничего не меняют. Но вот чаще всего можно видеть, как игрок на этом персе пытается вскрыть противника с помощью серии 1-1. Если закончить ее двойкой, это будет оверхед, но серию можно отменить в подкат, и это уже нижний удар. Только проблема тут именно в оверхеде, на него легко среагировать. Ну то есть начал нуб эту серию, сидим в блоке, чтобы защититься от подката. Но если видим летящего Сайбота с оверхедом, то закуриваем, наливаем себе кофе, не знаю, встаем и блокируем. Конечно, я утрирую, но среагировать на этот оверхед совсем не трудно, если быть немного внимательным. То есть это не настоящий миксап, здесь не нужно угадывать, тут нужно реагировать. Допустим, у Соньки миксап так миксап, среагировать ты не можешь, либо ты угадал и заблокировал ее атаки, либо нет. Причем даже если нуб Сайбот сможет вскрыть противника, награда за это минимальная. Оверхед отправляет в нокдаун, подкат тоже, то есть закомбить не получится. Наверное, поэтому игроки на нубе часто используют захваты, потому что у них просто нет другой возможности вскрыть противника. Еще одна слабая сторона нуба — это то, что есть условно 2 адекватные кастомные сборки, а в большинстве своем остальные спецприемы — это какой-то мусор. То есть можно собрать нуба на урон и безопасную игру, можно собрать кастомку эффективную против зонеров. То есть добавить ему Projectile, который выигрышный даже при размене снарядами, он наносит довольно много урона, и еще взять телепорт с воздуха, чтобы наказывать любителей пострелять. Огромное преимущество телепорта нуба в том, что он уходит вверх, а не вниз, как Мелина или Кунлау, например, и таким образом не подставляется под снаряды. Все, вот 5 кастомных спешлов, которые применимы: подкат, серп, 2 телепорта и сфера духа. Остальное, скажем так, на любителя. Есть у него вот эта тучка, призрачный шар, типа из Ultimate MK3. Только там она лишала противника возможности блокировать, а здесь снимает у него метры, 1 защитный и 1 атакующий. Да, эта штука не блокируется, наносит 90 урона, но блин, выполняется за 42 кадра. Вообще не вижу смысла в этом спешле. Ладно, был бы средний снаряд еще, так нет, высокий. Сидим и ждем, когда там нуб закончит. Похожая атака есть у ночного волка, когда он запускает птицу. Таким образом, он временно лишает противника возможности вообще усиливать спецприемы. Но у него это средняя атака и выполняется за 31 кадр. Но вернемся к нубу. У него есть удар тенью с воздуха, и казалось бы полезная штука, особенно если вспомнить, как этот спешл показывали в трейлере. Но давайте честно, такая ситуация даже в онлайне на грани бреда. При этом, запуская тень, сам нуб приземляется в том же месте, из-за чего его нетрудно наказать. Есть еще телепортация с серпом с воздуха. Не то что прям плохой спешл, за метр даже подкидывает противника, но при блокировании наказывается, а без усиления не наносит урона и противник успеет опять же наказать. Есть бросок серпа на 3 дистанции. Это оверхед, но выполняется довольно долго, для зонинга не годится и непонятно зачем нужен. Причем за метр он тоже лаунчит противника, но если кидать серп на дистанции, в этом нет смысла, нуб Сайбот ничем не сможет продолжить. А вблизи он просто перелетит противника, то есть отменять в него серии бесполезно. Низкий удар тенью тоже та еще приблуда, действует он только вблизи, но я напомню, что настоящих миксапов у нуба нет, и защищаться так же просто, как в случае с подкатом. Сидим и реагируем на оверхед, если придется. И важно то, что этот удар конфликтует с подкатом, который, напомню, позволяет играть безопасно и наносит много урона. Не знаю даже, кто в здравом уме возьмет в сборку этот удар тенью, когда есть подкат. Отдельно отмечу, что у нуб Сайбота нет оверхедов, ну кроме серии 1.1.2. По-моему, хуже в этом плане дела обстоят только у Джонни Кейджа, у которого вообще 1 оверхед и тот стоит метра. Ну без учета квикхопов, конечно. То есть нуб Сайбот такой персонаж, который чаще будет защищаться и ждать возможности наказать. Такой каратель из мира МК-11. Потому что в нападении он довольно стандартный. Ну, например, Сабзиро — это агрессивный персонаж. У него больше опций для вскрытия. Играя на нем, всегда больше смысла нападать, даже зная, что твою первую атаку заблокируют. А нуб Сайбот не такой. Ему нужно ждать возможности атаковать, наказывать, либо если уж начал бить блокирующего противника, то заканчивать придется условно одним и тем же способом. Но все же это крутой персонаж, и я считаю, что его сильные стороны компенсируют слабые.
Конечно, его не назвать топовым, но у него много фанатов, которым либо комфортно играть нубом, либо просто нравится сам перс. Не прощаюсь.